Здравствуйте, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Витион Групп, и мы занимаемся ремонтом квартир и строительством загородных домов. И это очередная серия о строительстве дома. Дошли мы до того этапа, когда сейчас мы будем выкладывать стены. Для начала нам нужно вот эту вот часть промазать битумом и настелить гидроизол, для того, чтобы блоки не впитывали влагу от фундамента. Сейчас необходимо это сделать, и дальше выкладываем углы, еще раз замеряем все диагонали, выставляем размеры дома и идем кладкой вверх. Итак, смотрим. Итак, перед тем, как приступить к укладке стен, мы промазали праймером наш фундамент, вот здесь вот именно ленту, сверху уложили гидроизоляцию. Дальше эта гидроизоляция будет обклеиваться и заворачиваться вот так вот на блок, чтобы с наружной стороны не попадала влага на блок. Также мы сделали еще раз отметки линии, выдали ниткой, выставили будущие стены ограждающие, проверили все размеры, чтобы все совпадало. Вот это расстояние, это угол в 90 градусов. Проверяем при помощи диагонали по теореме Пифагора. И идем дальше, выкладываем первый ряд. Первый ряд нужно выложить очень основательно, ровно, чтобы дальше было все, как говорится, как по маслу шло легко вверх. Первым делом необходимо выставить угловые блоки. Вот мы выставили по углам по отметке. И оставить их, чтобы клей под ними подсох. Для того, чтобы он затвердел, выставляем их по уровню. И по вертикали мы их отметили по водяному уровню. Ну, можно лазером, можно водяным уровнем. Отметили, чтобы у нас весь периметр был в одном горизонте. Этот блок, этот и этот. Они все когда в одном горизонте. Далее у нас пойдет ряды очень легко и просто. Дальше мы будем ориентироваться по угловым блокам и пойдем вверх. Продолжается возведение стен нашего будущего дома. Одно важное уточнение, которое бы хотелось с вами поделиться и обратить внимание для тех, кто строит самостоятельно. Обязательно нужно армировать блоки либо сеткой, либо вот мы используем такую стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм через каждые два ряда. Вот мы использовали это дело на первый ряд, у нас вот снизу первый ряд мы там армировали. Сейчас как раз у нас через следующий ряд у нас под окнами. Под окнами тоже необходимо обязательно армировать вот такими вот прутами. Это могут быть металлические пруты, могут быть стеклопластиковая арматура, либо это сетка металлическая. У стеклопластиковой арматуры есть один минус, недостаток, ее невозможно гнуть, она не гнется, как бы выпрямляется обратно, поэтому на углах используемся оставшуюся у нас арматуру, гладкую восьмерку, вот так вот обвязываем углы и укладываем это в наши каналы. Таким вот образом возводим все перегородки до
отметки перекрытия над первым этажом. Там будет монолитный пояс. Будет видно дальше, как его сделать. Итак, перемычка установлена для проема окна. Для чего мы сделали вот этот вырез в блоке? Наверное, будет видно, что в будущем, когда будет отделка, желательно, чтобы уголок мы, кстати, здесь используем 75 толщиной 5 мм, чтобы уголок был вровень и не выпирал за стенку, чтобы не приходилось наращивать стену при дальнейшей отделке. Вот эту вот дощечку мы сюда установили для того, чтобы, когда устанавливали блоки, уголок не двигался, чтобы был зафиксирован хорошо. Поэтому вот так вот устанавливаем перемычку. Обязательно перемычку перед установкой необходимо покрасить, чтобы она была прогрунтована краской по металлу. Итак, выложили мы первый этаж. Дальше у нас будет идти монолитный пояс по верху блоков. Делаем каркас. В принципе, так же, как для фундамента делается обычный каркас, делается опалубка. Размер монолитного пояса у нас будет 20 на 20. Этот пояс делается по всему периметру для того, чтобы усилить дополнительный этаж, а также на него будет укладываться балка перекрытия. Все балки перекрытия над первым этажом. По времени первый этаж у нас был выложен за 2,5 дня. Одним из важнейших этапов при возведении стен является монолитный пояс, который отделяет один этаж от другого. Он выполняет очень важную функцию. Во-первых, скрепление всей конструкции, а во-вторых, на него опираются балки. Итак, вот таким вот образом мы его связали. Вот этот вот размер у нас отсюда до сюда, это будет 20, и глубина тоже. С этой стороны вот мы поставили утеплитель за подлицо со стеной. Поэтому вот эта вот часть утеплителя будет у нас удерживать тепло, вернее не давать монолитному поясу, потому что он будет гораздо быстрее охлаждаться, нежели сам блок. Поэтому вот так вот мы делаем утеплитель. И дальше блок пойдет опять же вровень вот по этой части. Вот по этой части отсюда пойдет опять блок, и здесь по внутренней пойдет блок. Здесь также мы использовали арматуру 12 и обвязку 8 гладкой. Схема та же при устройстве каркаса. По 2 сантиметра защитного слоя с каждой стороны оставляем и начинаем это все заливать бетоном. И на этом у нас этап возведения первого этажа будет закончен окончательно. Так, заливка пояса завершена. Ждем несколько дней, пока он подсохнет. И далее будем делать перекрытие по деревянным балкам. Об этом мы снимем в следующих роликах. Первый этаж закончен полностью. У нас по времени занял фундамент и возведение первого этажа ровно 2 недели. Итак, напоминаем, вы были на канале Vition Group. Мы занимаемся ремонтом квартир и строительством загородных домов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Цены и все виды работ, которые мы осуществляем, можно найти на нашем сайте. Ссылка на сайт в описании к этому видео. Всем спасибо.